Привет, это майор в отставке. И сегодня простыми словами, простым языком о том, что такое прослушка. Все ли разговоры по вашему телефону ФСБ может прослушивать или есть какие-то препятствия для этого? В чем отличие, например, когда вы говорите просто по сотовому телефону, используя свою сим-карту, и когда вы говорите через мессенджер типа Telegram или WhatsApp? Работает ли прослушка в обоих этих вариантах? Отличия, кстати, есть и очень серьезные. И некоторые скажут, что вся прослушка только санкция суда. И, казалось бы, жить можно спокойно, ведь для прослушки нужно судебное разрешение и основание. Но на практике эти судебные галочки ставят так часто, что, например, только в 2016 году, если вспомнить, суды выдали почти 900 тысяч разрешений на прослушку телефонных разговоров и переписки. Основания могут найти даже на потолке. Был бы, как говорится, человек. В общем, ваша личная жизнь сейчас на связи с ФСБ, и это теперь норма. Напомню, что меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник из Ярославской области, майор полиции в отставке. В этом видео я простым языком и кратко расскажу вам, что такое прослушка телефона, что спецслужбы в России могут точно слушать, а что нет. Кто и как это делает. Досмотрите это видео до конца, поставьте лайк, так вы поможете в его продвижении. Если вы случайно наткнулись на этот канал, то обязательно подпишитесь на него. Итак, поставили лайк. Ну тогда погнали. Прослушка проводится через систему СОРМ. Это система оперативно-розыскных мероприятий. Она была запущена еще в 1995 году как законная прослушка. На СОРМ опирается вся система перехвата как обычных звонков, так и интернет-трафика в России. Подробное видео о том, что такое СОРМ и как он работает, я уже делал. Оно доступно по ссылке в описании. По закону оператор связи обязан иметь у себя СОРМ. Чертовски красивый. Получите, распишитесь, до свидания. Через этот ящик ФСБ может осуществлять контроль звонков, СМС и интернет-трафика нужного им объекта. Другими словами, когда вы говорите по телефону, ваш разговор идет через базовую станцию, затем через СОРМ, к которому подключен пульт управления ФСБ. ФСБ имеет прямой доступ к оборудованию СОРМ. Это означает, что спецслужбы могут самостоятельно активировать прослушку конкретного абонента без уведомления оператора. Операторы, кстати, не имеют права знать, кого именно прослушивают, и не могут вмешиваться в процесс. Это секретная информация. Классическая прослушка телефона, то есть ваших обычных звонков через сим-карту, фактически сводится к удаленной записи сигнала с помощью СОРМ на стороне оператора. Для начала прослушки ФСБ отправляет на оборудование СОРМ команду с параметрами контроля и данными абонента, номер, имейл. После этого оборудование начинает перехватывать все вызовы, СМС и другие действия конкретного абонента, передавая информацию ФСБ. Но как такое возможно? Вы, наверное, спрашиваете, а не шифруется ли разве сам сигнал при обычном телефонном сотовом звонке, то есть по обычной сотовой связи? Если да, то как тогда СОРМ его расшифровывает? Да, сигнал между телефоном и базовой станцией действительно шифруется, но это защита только на определенном этапе его следования. От телефона до базовой станции. Это спасает от случайных перехватов в эфире, то есть по воздуху. Когда вы звоните по обычному мобильному телефону, ваш голос действительно шифруется по определенному протоколу, но только на первом и на последнем участке от вашего телефона до ближайшей базовой станции и затем с базовой станции до собеседника. Это нужно, чтобы кто-то с антенной во дворе не мог прослушать ваш разговор прямо с воздуха. Но как только ваш сигнал приходит на базовую станцию, все, шифрование снимается. Ваш голос превращается в обычный цифровой поток. И дальше этот поток гуляет по внутренним сетям оператора связи без шифрования или под минимальной защитой для доставки собеседнику. И именно там, на оборудовании оператора, когда сигнал не зашифрован, стоят те самые ящики СОРМ. Они в реальном времени получают доступ к телефонному трафику, который уже расшифрован, то есть ваш голос в чистом виде, и отправляет его туда, где принято называть это обеспечением государственной безопасности. При этом ни оператор, ни вы никак в этот процесс не вмешиваетесь и повлиять не можете. Все устроено так, чтобы доступ к вашим разговорам был постоянным и незаметным. Чтобы объяснить еще проще, представьте, что вы пишете важное письмо, заклеиваете его в конверт и отправляете почтой. Пока оно летит в самолете, то есть его вскрыть сложно, невозможно. Но в сортировочном центре кто-то вскрывает конверт, аккуратно достает письмо, читает текст, делает копию, передает коллеге в другой отдел, который его снова запечатывает и отправляет адресату.
и письмо дальше едет себе спокойно, как будто ничего не произошло. Примерно так сейчас выглядит ваш звонок в России по сотовой связи. Так вот, на этапе сортировки, когда ваш конверт вскрывается, чтобы передать информацию в другой отдел, как раз и работает тот самый SORM. Если ваш собеседник пользуется другим оператором, ваш расшифрованный разговор отправляется через межоператорские сети. А если вы звоните на стационарный проводной телефон, то там вообще никакого шифрования нет. Разговор превращается в обычные голосовые данные и передается по проводу. Работа оборудования с SORM не влияет на качество связи и остается незаметной, как я уже сказал, для абонентов и оператора. Это достигается благодаря тому, что оборудование работает автономно и не отображает свою активность в системах оператора. Спецслужбы могут использовать уязвимости сети, например, протокол SS7, через который традиционно идет маршрутизация звонков и СМС, GSM, 3G, 4G. Получив доступ к SS7, можно подменять записи абонентов и перехватывать сообщения. Есть еще и ложные вышки, так называемые, то есть базовые станции. Они заставляют ваши телефоны переключаться на фальшивую базовую станцию, после чего все вызовы и СМС проходят через нее, то есть через устройство спецслужб или иного злоумышленника. Это тоже один из методов перехвата звонков. Это в основном применяется ими за границей, но в России такой способ спецслужбам и не нужен. Самый обычный путь, который использует ФСБ в России, это официальный, через SORM у оператора. Гораздо проще и гарантирован по закону. Если в отношении вас имеется дело, уголовное или оперативное, достаточно санкций суда, и ваши разговоры будут записаны. В чем отличие, когда вы разговариваете через мессенджер? На первый взгляд кажется, что мессенджеры – спасение от прослушки. Действительно, WhatsApp, Telegram, Signal и другие используют шифрование не только переписки, но и голосовых соединений. То есть ключи находятся только у отправителя и получателя. Если просто, то ваш сигнал зашифрован на всем пути, не только по воздуху, но и по проводам, так сказать. И ни на какой стороне оператора расшифровка по умолчанию не происходит. Это стабильный шифрованный канал от телефона к телефону. Расшифровка происходит только на телефоне вашего собеседника. И в этом отличие звонка через мессенджер от звонка по обычному сотовому телефону, то есть через сим-карту. То есть с абонентского номера на другой абонентский номер. На практике это означает, что напрямую прослушать голосовые звонки через интернет российские спецслужбы пока не могут, то есть через мессенджер, если они не имеют доступа к вашим ключам. На данный момент известно пока, что ФСБ вроде как имеет возможность следить за метаданными, кто кому и когда звонил, но сами зашифрованные сообщения расшифровать на лету у них не получается. Соответственно, и звонки тоже. И это правда. Содержание сообщений и звонков без помощи со стороны мессенджера взломать до сих пор пока не получается. Ну а закон Яровой, предполагавший заставить мессенджеры расшифровывать чаты, технически не реализуем. Нормальные мессенджеры не хранят ключи пользователей у себя. Исключение может быть, если сам мессенджер начинает сотрудничать с органами и снимает оконечное шифрование у определенных абонентов. Но с российскими спецслужбами адекватные, надежные мессенджеры, насколько мне известно, в этом плане пока не сотрудничают. ФСБ может перехватить и записать, то есть сохранить себе на память весь ваш трафик, который идет при звонке через мессенджер, но он будет нечитаем и неслышим для них. Это как если бы вы отправили почтой зашифрованное письмо в конверте. Только текст этого письма был написан так, что его можно было прочитать, используя ключ, который есть только у вас и у вашего адресата. В сортировочном центре открыли бы ваш конверт, достали бы ваше письмо, но увидели бы там только крякозябры и непонятный набор букв и цифр. Именно так выглядит перехваченный с нормальных мессенджеров голосовой трафик. Но не забывайте, что почти любой шифр можно взломать. Упирается все лишь во время, за которое это можно сделать, и мощности, необходимые для этого. Но не стоит расслабляться. Российские спецслужбы все-таки могут прослушать вообще все, что вы говорите по телефону, и неважно, что вы используете. Самый защищенный мессенджер или обычную сотовую связь. Сейчас расскажу, как это происходит. Никакого шифрования, никакие ключи для него вам не помогут, если произошло одно из двух событий. Физический доступ к вашему устройству или внедрение специального шпионского софта на него. При физическом доступе к вашему телефону все делается просто. ФСБ или другая служба
тупо физически устанавливает на него жучок с микрофоном, который просто фиксирует все, что человек говорит рядом с телефоном, либо в сам телефон во время любого типа звонка. Здесь все ясно и просто. Микрофон улавливает весь звук в радиусе своего действия. Такие случаи с оппозиционерами, когда при вскрытии телефона обнаружились подобные устройства, уже были. Как избежать этого? Не оставляйте нигде свой телефон надолго. Если нужен его ремонт, то постарайтесь, чтобы ремонт проходил при вас, в вашем присутствии. Могут использовать и шпионское программное обеспечение, как я уже сказал. Классический пример – это программа Pegasus от израильской компании. Эта программа проникает на смартфоны, чаще на iPhone, скрытно устанавливается и дает полный контроль. Записи, прослушку звонков, логирование клавиатуры, съемку через камеру и так далее. В общем, все. Последние годы расследований выяснили, что Pegasus был установлен на телефоны многих журналистов и активистов, включая наших российских. То есть спецслужбы могут просто залить вирус на ваш телефон по номеру телефона и тихо собирать все вплоть до переписки и тех же зашифрованных мессенджеров. Установка происходит через уязвимость операционной системы телефона. Иногда его владельцу даже ничего не нужно предпринимать и устанавливать. Все происходит автономно. У нас есть и российский вариант такого шпионского ПО. В декабре 2024 года первый отдел сообщил о заражении телефона антивоенного активиста системным шпионским приложением. Называется оно «Монокль», которое было разработано по заказу ФСБ. Программа маскировалась под системный сервис и вскрывала устройство целиком. Был перехват звонков, переписки, геопозиции и даже активация микрофона и камеры по команде. В России прослушать могут кого угодно. Не нужно быть настоящим преступником, достаточно просто жить. Закон работает так. Если вас надо прослушать, основания найдутся. Но судья подмахнет разрешение, даже не читая бумаги. Вас сделают преступником. Ваша приватность заканчивается там, где начинается интерес государства. Причем интерес этот может быть надуманным. Что делать? Звонить только через надежные мессенджеры с реальным сквозным шифрованием. Кстати, краткий разбор мессенджеров я делал недавно в своем последнем видео, в одном из последних. Ссылка есть в описании. При звонке через мессенджер включайте VPN. Это дополнительно зашифрует ваш трафик и изменит ваш реальный IP. Периодически проверяйте свой телефон на наличие шпионских программ. Лучше раз в месяц, чем потом удивляться. Ставьте все обновления, без них ваш телефон – это дырявая лодка. Будьте осторожны при ремонте. Не отдавайте телефон кому попало и не оставляйте его без присмотра. И запомните, вас не обязательно слушают прямо сейчас, но возможность слушать вас уже есть. И при первой надобности она будет использована. Шифруйте свои разговоры, защищайте себя сами, иначе за вас это сделают другие, только уже не в вашу пользу. У меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Высказывайте свое мнение в комментариях и задавайте вопросы. Ну и, конечно, ждите новых интересных и полезных видео. Но для получения оперативной информации не забывайте также подписываться на мой телеграм-канал, ссылка есть в описании. Информация там обновляется каждый день. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.